Патрульное судно ВМФ Шри-Ланки было на грани возвращения в порт, когда опытные моряки заметили нечто странное, заставившее их воскликнуть от изумления. Это удивительное происшествие случилось в Бенгальском заливе в летние месяцы. Неподалеку от патрульного корабля плыло большое существо, которое не сразу удалось распознать. Неужели это родственник чудовища из Лох-Несса? Или, быть может, гигантский динозавр, чудом переживший века? Когда над водой показалось щупальце, моряки поняли, что это хобот. Недалеко плыл взрослый слон, и его туловище находилось под водой, за исключением верхней части спины. Единственная видимая часть тела – хобот, который периодически поднимался над водой, чтобы гигант мог дышать. Когда судно приблизилось, моряки увидели, что слон буквально выбивается из сил. Времени оставалось немного. Цейлонские слоны считаются небольшими в сравнении с другими. Если местный слон достигает 3,5 метров и весит 2-5 тонн, то его африканский сородич весит больше на тонну и выше на целый метр. Но даже относительно небольшого цейлонского слона сложно представить в плавании. Он может двигаться в воде, держать тело и голову под поверхностью, или держать спину и голову над водой, дыша через хобот, как дайвер через трубку. Но, в отличие от дайвера, он не приспособлен для ныряния. Гигант способен погружаться в воду максимум на 3 метра, но может находиться под водой не дольше 5 минут, так как нуждается в постоянном доступе воздуха. Мощные ноги позволяют ему плавать до 6 часов, а огромные уши помогают сохранять равновесие. Средняя скорость плавания – около 5 км в час. Зафиксирован случай, когда африканский слон преодолел 47 км за 7 часов. Устав от плавания, животное может расслабиться и лечь на воду. Но долго держаться на плаву невозможно, это отнимает слишком много энергии. Для чего слоны плавают? Иногда они выбирают короткий путь через реку или озеро, чтобы добраться до пищи или отдохнуть в тени. Они любят плескаться в воде, обдавая друг друга фонтанами, получая от этого огромное удовольствие. Но нашему слону в Бенгальском заливе было далеко не комфортно. Матросы заметили, что он плывет из последних сил. Помочь гиганту добраться до суши было непростой задачей, особенно учитывая, что он находился в 16 километрах от берега. Сначала была дана команда направить судно к берегу. Об этом сообщили на сушу, и в спасательной операции приняли участие водолазы ВМФ и сотрудники Департамента по защите дикой природы. Слона попытались обвязать канатами, чтобы поднять на судно. Это оказалось не только сложно, но и опасно, так как гигант мог случайно задеть водолаза бивнем. Но было видно, что измученное животное благодарно за помощь. К сожалению, поднять его не удалось. После обсуждения было решено буксировать слона за кораблем, поддерживая его канатами. Процессия направилась к берегу. Была сложность в том, что слон плыл неравномерно, то замедляясь, то ускоряясь, что каждый водитель, который хоть раз буксировал машину, может понять. В какой-то момент слон исчез под водой, и спасатели испугались, что он погиб. Водолазы снова погрузились в воду. К их радости, глаза животного были открыты, но сил у него почти не осталось. Они поддержали его, что помогло ему проплыть немного. Но до берега было еще далеко, и кто-то предложил обвязать слона большими поплавками. Теперь множество буев поддерживали его, а буксир медленно тянул вперед, сохраняя силы животного. Операция длилась уже несколько часов. Все устали, а слон двигался из последних сил. В какой-то момент появился вертолет с журналистами, и шум напугал слона, он стал уходить под воду. Водолазы окружили его, один взобрался на спину слона, и так он проплыл еще несколько метров до мелководья, пока не почувствовал дно. 12-часовая операция завершилась. Теперь возник вопрос, как слон оказался так далеко в море. Специалисты предполагают, что слон попал в сильное течение при переходе лагуны Кокилай, и его унесло в море. Ветеринары погрузили гиганта в фургон и отвезли в питомник для осмотра и восстановления. Люди радовались, что спасли животное, и назвали его Удхар, что значит «спасенный».